Здравствуйте, друзья! Прежде чем начать, я прежде всего хотел бы сказать, мой канал перевалил за 1000 подписчиков, и я хотел бы прежде всего всех поблагодарить за поддержку, и надеюсь, мы будем интересный опять обзор делать в будущем. Я не знаю, насколько мне кто-то там прокомментировал, кто-то поставил пост, что ты там с ними делаешь, с этими джинсами, солишь, что ли. Я, конечно, все не могу, но я вот, если честно, у меня 20 нет, этих пар нет. Я все, конечно, не могу носить, но те, которые я оставляю, я сделаю обязательно все апдейтс, как здесь говорят, обзоры после там стирок и как они носятся в будущем. Естественно, я не могу там каждую неделю новые штаны покупать. И, если, конечно, их там назад отправлять, но это тоже будет нечестно, потому что самое интереснее всем, особенно как джинсоманам, смотреть, как они вообще вот носятся. И вот это мне самому интересно. Я другие каналы смотрю, и несколько есть там, я уже не помню названий, где они возвращаются и делают апдейт, и там через 6 месяцев, через год. И вот это самое интересное, когда ты, особенно любители вот денима такого, salvage денима, и как они вообще разнашиваются, как они линяют и прочее, прочее. Ладно. Опять благодарю всех. Давайте вернемся, так сказать, к делу. У нас холода большие были. Я здесь на Midwest живу, в районе Чикаго. И я вот решил заказать, значит, это напрямую от Wrangler. Здесь веб-сайт вот в таком пакете он пришел. Значит, я обычно через них сразу заказываю. Я иногда на Amazon, но я, честно говоря, люблю напрямую от Wrangler. Вот, и решил заказать с подкладкой, потому что во-первых, я длинную не люблю, вот белье длинное надевать там, вот терпеть не могу. У меня есть другие с подкладкой джинсы, я купил 8 лет назад Эдди Бауэра, они уже все там с дырками сейчас, и решил что-то взять вот на этот, так сказать, новогодний подарок себе. Давайте вот о них поговорим. Значит, прежде всего, первое, что хочу сказать о материале. Значит, я немножко был разочарован. Это не Broken Twill, во-первых, деним. Это, как вы знаете, традиционный Wrangler. Обычно елочка идет. Это самый обычный, такого правого переплетения, самый стандартный, если вы на любых там дешевых джинсах увидите. Он довольно хороший, такой, где-то 13-13,5, такой плотный, но не елочка. Это первое, это разочарование. Вот. Второе, когда стал детали смотреть, да, они сделаны в Мексике. Здесь у них лейбл, причем лейбл у них, значит, сейчас мы войдем. Значит, лейбл у них обычно здесь ставят, на 13-й модель совершенно, здесь лейбл у них вот здесь вот пришитый. Вот, значит, поскольку они основаны на 47-м, они 47, значит, MWZ, и если честно, я сразу как вытащил из пакета, я сразу посмотрел вот так, и они очень-очень широкие, я это могу сказать уже даже так на глаз, без промерки. Вот, к промерке мы вернемся. Так все как бы вот традиционно, и клепки, тоже у них 4 клепки медные на карманах, это W прошито, искусственный этот кожаный, как сказать, Nylet, как они называют, этот Wrangler Patch на заднем кармане, 7 шлевок под ремень, поскольку они рабочие штаны, дизайн как рабочий. Значит, для себя я заказал опять это 34-30 размер, обычный тоже Levi's 34. Вот, значит, давайте здесь, кнопка такая же, они вся, это, как говорится, hardware, как это фурнитура вся такая же, как и на 13 модели, и на, так сказать, на других, на 936 идут тут клепки у них, 5 клепок здесь, coin pocket, такой же карман маленький, ничего обычного здесь нету тоже. Это, кстати говоря, да, неплохо, кстати, chain stitch, что хорошо. Я не могу сказать, кстати, на что, какая прострочка здесь, потому что здесь фланель, вот эта подкладка. Но, скорее всего, chain stitch, вот, как и здесь. Вот, 936, вот она идет у них на кокетке.
идет chain stitch. Здесь трудно сказать, но скорее всего, я сомневаюсь, что это одиночная прострочка у них. Значит, молния, у этих хорошая молния. У них, кстати, вот идет как old school, такая старая школа с сапожком идет. Вот, такого типа 60-х годов, 70-х, ковбойский сапожок. А здесь, как вы знаете, ну, на моих, во всяком случае, здесь это YKK молния. Вот, и это, как говорится, self-locking. Значит, ну, они как регулярный. Давайте, так сказать, посмотрим по размерам. Подкладка, сейчас я скажу. Ну, такая она довольно, я не скажу, что она толстовата достаточно, ну, нормально. Полиэстер 50%, 50% хлопок. Вот. Поскольку у вас здесь подкладка, это такая тепленькая, то у вас обычно к вам она не будет, так сказать, непосредственно к коже, так что это, в принципе, все равно какая. Мне важно, когда без подкладки теплой, мне важно вот этот, когда обычно из хорошего хлопка качества, это довольно приятнее, чем синтетика. Вот, ну, что еще? Давайте по размеру, быстренько по размеру промерим. Они должны быть mid-rise. Я честно скажу, что они, скорее всего, like mid to high rise, то есть по более высокого подъема по посадке. Сейчас я скажу примерно, значит, они, ну, 11, это будет 11 инчей, значит, они 28 сантиметров. В бедрах здесь, сейчас я скажу, 13,5, широковатый тоже, значит, и колени, давайте сейчас в коленях 13 вниз. Давайте 13 вниз. О, значит, это 10, это будет где-то 25,5. Да, 25,5 сантиметров. Значит, это очень широкие они будут довольно. Да, я сказал, это где-то у вас 13,5, это получается 34. Да, про бедра я в сантиметрах все забываю отмечать сантиметр. Значит, это очень широкие в колено, я уже честно скажу, даже не одевая. Но я в конце этого видео я на себя их одену, и вы посмотрите, как они сидят. Но я сейчас скажу, они будут мешковаты очень. Вот. И внизу у них, сейчас быстренько, внизу будет где-то 8, да, скажи 8,5, значит, это где-то 22 сантиметра. Так, ну вот так мы промерили. Быстренько в поясе. Я совсем забыл в поясе. В поясе они будут 18. Значит, 18 это inches, это получается где-то у вас порядка 46 сантиметров. Вот. Ну вот так. Ну это как раз традиционно для моего размера. Обычно где-то 17,5 inches до 18 inches. Значит, они сидеть нормально будут, в принципе, в поясе. Так, что еще мы забыли? Ну, мы так, в принципе, все. Я вот эти все лейблы выставлю, которые здесь, вот эти patches. И вот эта флаш, как она называется. Ну, здесь особенно ничего не нужно, просто, cowboy cut, регулярные, так сказать, посадки, регулярный этот fit. Вот, значит... и удобные, так сказать, в поясе. Ничего особенного здесь не говорится. Вот я их поставлю. Как я уже отметил, они сделаны в Мексике. Значит, про цену. Они здесь, как сказать, на Wrangler, этой веб-сайт взял. У них цена была 59. И за шиппинг, за посылку я платил, так сказать, $8.95 и там $3 за таксы, значит, мне они где-то $71 стоили. Значит, давайте вот так сказать, как покрой. Значит, я считаю, что в таком виде я не могу их оставить. Если честно, я бы сам сделал, как сказать, alterations или как-то ушил. И, ну, у меня машинка есть, я
редко очень делаю, но в принципе это несложно. Или найти какое-то ателье, где вам шьют. Здесь где-то примерно делают где-то за $25 в среднем. Вот, то есть если вы вложите еще $25, получается где-то $95-96, все будет в целом. Ну, меньше $100, но они будут у вас, наверное, не знаю, на много лет, там, лет на 5-8 лет как минимум. То есть, может, и стоит того, я не знаю, я подумаю. В принципе, это очень легко, поскольку здесь одинокий шов идет, вот эта прострочка внутренняя, да. Многие, кстати, вот, даже на 13-й модели мне написали, что они отдают в ателье. И если они хотят унизить вот эту вот посадку поменьше, потому что вот на 13-й, на 936-й модели очень высокая посадка, они прошивают и таким образом у вас здесь, а потом отрезаете то, что остается у вас. И таким образом и вы можете заузить. То есть практически одна прострочка идет через все джинсы, и это довольно легко. Единственное, что вам надо оверлоком вот это вот, когда вы отрежете. Вот. Ну, сейчас уже машинки, если есть у вас, или у жены, там, или подруги где-то, не знаю, или сами сделайте. Я если сам буду сделать, так я, может быть, сделаю это же видео. Вот. Я обычно только сам делаю вот этот вот hem, внизу делаю прострочку иногда, когда отрезаю. Вот. Но вот это я уже давно не делал, но это не такая уж, как говорится, это небольшая проблема, я думаю. Ну все, значит, про цену мы сказали. Вот здесь еще такой лейбл стоит, 47-й, Regular Fit, MWZ. Да, еще одну маленькую деталь я вот не забыл сказать. Здесь еще одна вещь, как говорится, я упустил. У них нету обычно, вот вы знаете, есть, сейчас я покажу. Идет маленький такой лейбл, вот этот, где вышитый идет Wrangler. Это Wrangler, такой маленький лейбл. А здесь я думал, что он под этой этикеткой, а его нету. Почему-то он missing. И мне как-то немножко разочарован, поскольку они все, практически они все, как и 13 или 936. Почему вот это missing? Ну вот вы знаете, это все, я понимаю, это может не важно, но это очень важно для вот как джинсоманов, чтобы даже это все из мелочей состоит. Если какая-то мелочь или деталь упущено, это уже какое-то, знаете, уже и как бы разочарование такое получается. Мне кажется, все из деталей абсолютно, потому что здесь каждая клепка всегда, ну для меня, если честно, это важно. Вот, ну хорошо, всем спасибо большое, опять спасибо за поддержку канала, ставьте лайки и комментарии, если у кого-то они уже есть, значит, интересно знать. Да, ну вот еще я бы хотел сказать, у них есть еще модель, где контрастно, где такой не фланель, а флис. Вот, идет и красный. И может быть даже получше, потеплее. Потому что это, честно говоря, это довольно такая тонкий такой вот этот фланель. Я не знаю, насколько они, естественно, теплее будет, чем обычные джинсы, но не такие теплые, как вот такой инсулин, флис, как здесь говорят. Вот с красным у них, я не помню, какая модель, если честно, все, но может тоже 47-е. Вот. Ну, спасибо всем.